Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию и что нас ждет сегодня на открытии российского рынка. Так, в телеграм-канале опубликовал календарь на сегодня макроэкономических событий. Начиная с 16:30 пойдет важная статистика по США. Это и базовые заказы на товары. Потом в 18:30 запасы сырой нефти. И потом в 10 часов решение по процентной ставке и пресс-конференция ФРС. Как видите, сегодня день очень насыщенный. Так, давайте сразу перейдем к анализу позиций на форте ММВБ. Фьючерс на индекс РТС. Здесь ожидание снижения или коррекционного отката вниз. Сбербанк. Здесь также, судя по фьючерсу, ожидают дальнейшее снижение акций Сбербанка. Ну и, соответственно, фьючерсов. Газпром. Также ставка на продолжение снижения. ГМК аналогичная ситуация, ставка на продолжение снижения. Далее, рубль-доллар. Здесь ставка на рост доллара против рубля. Вчера на вечерке рост не произошел, как я планировал, до тех уровней. Это, видимо, связано с тем, что пришли шальные серые доллары, о которых писал Финанс. Евро-рубль. Здесь достаточно уверенная ставка на рост евро против рубля. Евро-доллар. Здесь ситуация непонятная. Вообще режут шарты. То есть юрики делают ставку на то, что евро к доллару сегодня будет расти. Далее нефть. По нефти ставка на рост цен на нефть. Серебро. Ставка на снижение цен на серебро. Золото. Также ставка на снижение золота. Природный газ. Здесь ставка на рост цен на природный газ. Так, друзья, индекс доллара. Здесь очень интересная картина на дневках у нас возникает. Эта картина, она требует разрешения ситуации. Либо по факту сегодняшнего заседания и на этой неделе будет пробитие 89, 98, 89, 97. И тогда мы увидим рост валют против доллара. Либо, если этого не произойдет, то продолжается движение в консолидации от 90,1 до 90,6. И движение в рамках этой консолидации, оно весьма вероятно приведет к тому, что пойдет движение наверх и тестирование 91,5. Если переходим к часовому графику, здесь как раз намечается тестирование нижней границы. Так, далее китайский фондовый рынок. Вчера он проседал, сегодня он тормозится. Проседание вот это скорее всего прекращается, потому что он нижнюю границу немножко потрогал. И здесь у нас либо дальнейшее движение сегодня-завтра будет в рамках вот этой консолидации на хае, либо если он все-таки приходит сюда и начинает закрепляться на 5430, 5400, то это негативный сигнал, это будет говорить о том, что разовьется дальнейшее снижение, которое может быть достаточно сильным. Сегодня весьма вероятно, что будет нейтральное закрытие, и оно никак не повлияет на российский фондовый рынок. Так, далее американский фьючерс S&P, это SFD на фьючерс. Здесь у нас идет консолидация на вот этой вершине. И на самом деле, пока здесь нет пробития 3820-3800, все это в рамках колебания консолидации на хае. Текущая ситуация, я не вижу здесь никаких оснований для роста. Могут быть какие-то отдельные задерги, то, что мы видели вчера, то, что было ранее, 21 января. Но по сути здесь нужны какие-то существенные драйверы. Существенные драйверы, они, мне кажется, здесь уже должны быть связаны не с монетарной политикой, не с тем, сколько денег будет печататься, а с какими-то качественными изменениями. Например, вакцинирование в мире будет не 3 миллиона человек, а 5 миллионов или 10. Если как бы такие заявления пойдут относительно увеличения производства вакцин, то это может позитивно сказаться и на американском рынке, и на других мировых фондовых рынках. Так, друзья, далее Baltic Dry. Baltic Dry начинает постепенно уходить в штопор. Вот смотрите, сейчас он подошел к важному уровню. Важный уровень у него это 1600-1550. Если вот эти значения будут пробиваться, то наиболее вероятно дальнейшее движение стоимости морского фрахта пойдет на 1250 и возможно даже ниже. Текущее движение указывает на то, что мировая экономика, она себя чувствует весьма неустойчиво.
Так, друзья, ну вот еще такой очень интересный момент. Произошли телефонные переговоры между Байденом и Путиным. У каждой стороны свои версии относительно того, какие были достигнуты договоренности и кто казался более грозным. Вот. Но если почитать и российские СМИ, и Bloomberg, то там можно увидеть, что масса реляционных, масса победных реляций с той и с другой стороны, мы оказались сильнее, мы оказались круче и так далее и тому подобное. Вот. Но на самом деле я считаю, что это положительный момент, потому что начало любых переговоров, оно ведет к тому, что достигается какой-то консенсус. Обычно, если какая-то схватка предполагается, то переговоры, они либо бесконечно переносятся, либо вообще не происходят. Поэтому, с моей точки зрения, переговоры Путина и Байдена – это достаточно позитивный момент для российской экономики, российского фондового рынка. Так, друзья, вчера в вечернем видео делал обзор по российской экономике. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Обращаю внимание, сегодня с 12 до 2 размещение ОФЗ. Ну там, по-моему, какой-то совсем не очень большой объем будет размещаться. Но тем не менее, размещение ОФЗ – это поддержка для рубля. Там же я делал анализ по поводу RGBI. Если интересно, можете посмотреть, что происходит с госдолгом и какое мое видение этого вопроса. Так, друзья, далее то, что касается фондового рынка, что происходит. Ну, смотрите, вчера 55,5, 55,4, вот этот диапазон, его так и не пробили, он удержался. Соответственно, поскольку он не был пробит, отсюда пошла волна роста. И на текущий момент волна роста немножко не дошла до уровня 56,1. Соответственно, вот сейчас 9,39 по Москве. Если не происходит коррекционный откат с пробоем 55,6, то вот это движение наверх продолжается. И сегодня в первой половине дня мы увидим тестирование на прочность 56,34. Здесь будет либо пробой и уход на 57, 57,5, либо отбой и, соответственно, движение с целью опять вернуться на 54,5, 55,5, 55,4. Вот. Если мы пробиваем 55,6, то сразу идет движение на тестирование 55,4. На текущий момент, я думаю, все-таки более вероятно поступательное движение и тестирование вот этого диапазона на прочность. Так, друзья, далее золото. Смотрите, здесь вот эту проторговочку, которая ограничивалась 1845, ее пробили и пошло движение вниз. Но это движение, оно не пробило устойчиво 1842-1841. Если здесь не будет повторного возврата на 1842-1841 и его пробития с уходом на 1835-1832, то текущая ситуация, она придет к тому, что золото сначала начнет консолидироваться в районе 1850-1848, то есть сейчас движение вот здесь вот. И как только оно здесь консолидируется, это приведет к движению сначала на 1854, вот сюда вот. И как только оно закрепляется, у нас есть цель движения, которая находится в районе 1863,5. Вот сюда вот наиболее вероятно. И потом на 1871 движение продолжится, если не будет повторного пробоя 1842-1841. И это наиболее вероятно движение уже сегодня. Обращаю внимание, что когда будет приближаться объявление ставки ФРС, и в момент объявления ставки по золоту возможно очень резкое и очень сильное движение. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Но по серебру у нас все как обычно четко. 25,25, 25,15, вот этот диапазон. Если он не пробивается, то у нас все это является консолидацией. И либо от текущего значения, либо отбой от 25,2 приведет к тому, что отсюда разовьется движение. Цель этого движения будет для начала 26, вот сюда вот. Если здесь возникает пробой уровня 25, 25, 25, 15, то в этой ситуации по серебру мы идем сначала на 24,5, потом на 24.
Такой сценарий пока мне видится маловероятным. Вот в большей степени на ум приходит это удержание в текущей консолидации и движение наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар. Но смотрите, на форсе юрики делают ставку на рост доллара против рубля. Здесь, если рассматривать часовой таймфрейм, сейчас дневочку на секунду поставим. Но вот исходя из нефти, у нас рубль-доллар заперт в консолидации, нижняя граница 74, верхняя 76. Если переходить к часовому графику, то юридические лица делают ставку на то, что доллар и евро к рублю будут расти. На самом деле, сейчас сами видите, какая картина. Нефть растет, и поэтому на открытии в случае пробоя вот этого диапазона 74,8, 74,95, вот этого диапазончика, это часовой таймфрейм, то мы отсюда пойдем тестировать. У нас цель движения будет 74,4, 74,45. Можем удариться в нижнюю границу 74, 74,1. Но пока такое движение мне видится чрезмерно избыточным. И поэтому на открытии, скорее всего, будет тестирование вот этого диапазона. И в случае пробоя его пойдет движение вниз на укрепление рубля, невзирая на позиции юриков. Вот. Но в том случае, если здесь не будет пробоя вот этого диапазона, если здесь начнется консолидация либо над ним, либо в районе этого диапазона, то это приведет к тому, что здесь по факту до набора позиций мы увидим отскок. И цель этого отскока будет тестирование диапазона 75, 85, 76. Здесь, конечно, с точки зрения того, что растет нефть и с 12 до 2 будет аукцион ФСФ, в большей степени напрашивается тестирование вот этого диапазона, пробой и, возможно, коротенький задерг на 74,3, вот куда-то сюда. Так, друзья, далее евро-рубль. Здесь также юридические лица делают ставку на то, что евро к рублю будет укрепляться. Технически картина более сложная. Сразу часовой таймфрейм берем. Здесь на самом деле не закончено движение. Цель этого движения 91, 23, 91, 17. Вот сюда, вот в этот диапазончик сходить. Далее либо будет на открытии пробой этого диапазона. В этой ситуации развивается движение, цель которого 91. Если этот диапазон не пробивается, то либо от этого диапазона, либо от текущего значения мы идем вверх. И вверх цель движения по тесте 91,8. Так, далее фьючерс РТС. Здесь очень интересная картинка. Он консолидируется в диапазоне 140 тысяч, 142 800. Вот здесь вот идет донабор позиций. Чем дольше он здесь держится и не пробивает 139 500, тем больше вероятность того, что отсюда пойдет движение. Цель этого движения будет 148 тысяч. А сейчас на утро с учетом роста нефти напрашивается тестирование на пробой 142 700, 143 вот этого диапазона. Если здесь возникает пробой, то отсюда пойдет импульс движения. Первая цель это 144 400 и потом движение на 145 800 вот сюда вот к этому значению. Если вот этот пробой не получается, то мы тестируем 141 450 и в случае пробоя идем опять щупать донышко 140 тысяч, 139 500. Так, друзья, далее Сбербанк. Юрики делают ставку на продолжение падения Сбербанка, в то время как на дневном таймфрейме здесь разворотная формация. И у этой разворотной формации цель движения находится на 282-280. Соответственно, вот это движение среднесрочное 1, 2, 3 дня, оно не состоится, если идет дальнейший коррекционный откат и пробой 260. Вот 260, если пробиваем, следующая цель движения будет сначала 256, вот здесь вот, потом 252. Но по дневкам здесь разворот. Так, ну и часовой таймфрейм указывает на то, что идет сейчас движение наверх. Цель этого движения тестирование диапазона 272-273,5. Вот здесь вот. В случае пробоя отсюда пойдет импульс движения на 280. Если сейчас все-таки вот это движение не происходит, мы идем тестить на пробой 266-265,5, вот этот диапазон.
и в случае его пробития развивается движение на 260. Больше фактов указывает на движение вверх, несмотря на то, что юрики заняли позицию на снижение Сбера. Так, друзья, далее Газпром, дневной таймфрейм, но здесь ситуация вполне очевидная. Отсюда весьма вероятно движение, цель его 227-230, вот сюда вот. Соответственно, это движение, оно не произойдет только в том случае, если будет пробой 213 и движение на 208,5. По часовику сейчас намечается движение, цель этого движения тестить 220, потом 224. Это движение не пойдет в случае пробития 217, 216,5. В этой ситуации развивается движение, цель его будет первое 213 и 1, 213,5 и потом заход на 212. Пока более вероятно, я думаю, все-таки тестирование вот этого значения и в случае пробоя развития дальнейшего движения наверх. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Всего наилучшего.